Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, хочу подарить вам оберег от зла. Я вам много дарила таких оберегов и защит, но оберегов и защит много не бывает, как вы понимаете. Итак, этот оберег могут провести практики для людей, которые к ним обращаются, либо люди, которые хотят себя обезопасить. Этим ритуалом вы остановите зло. Вот процесс зла, который надвигается или может случиться с вами или с вашими детьми. Позволять такое делать своему сыну, дочери, мужу, близкому человеку только при двух условиях. Если эти люди сами болеют, то есть неходячие, не могут встать с места, на войне находятся, нужно их оберечь, чтобы они живые вернулись, либо в тюрьме. Только в этих трех случаях вы имеете право за них просить. В остальных они сами должны делать. Для очень маленьких детей это не подходит, но если вы, например, отправили детей в какой-то пионерский лагерь, и у вас сердце неспокойно, вы переживаете, как бы с ними чего ни случилось, вы можете взять и начитать на своих детей отдельно для каждого из них. И в зависимости от того, какого пола ваши дети. Мальчик, девочка, потому что есть разница. В чтении имею в виду, не в половом отношении. Итак, данный оберег поможет вам, если вы, например, с кем-то ведете судебный процесс, и переживаете, и есть очень много аргументов против вас, и вы понимаете, что вы можете пострадать. Далее, если вас преследуют, и это может закончиться физической расправой или иным каким-то ущербом, и вы боитесь, то есть агрессивные люди преследуют вас. Если ваш сын находится в определенных местах, где вы за него переживаете, за его жизнь, и понимаете, что он находится в опасности, его нужно защитить. Или ваша дочь. Вот в этих случаях вы можете провести данный ритуал. Итак, женщинам в женский день, мужчинам в мужской день. Объясняю тот день, который заканчивается название буква А. Суббота, среда, пятница. Это женские дни. Четверг, понедельник, вторник, воскресенье. Это мужские дни. Вы должны, не торгуясь, или оплатите картой, чтобы не было сдачи с вашей стороны, должны пойти и купить клинок, нож, кинжал, как хотите, либо с рукояткой железной, либо деревянной, либо, может быть, кость, но не пластмассовая. Вот это кость, это рог антилопы, это мне подарили. Но я просто так показываю, я с этим работать не буду. Это так для работы выставила. Вот. И приходите, никому не показывая этот нож, зажигайте 6 черных восковых свечей. Я прошу внизу не писать мне глупые вопросы по поводу того, если у меня нет черных свечей, что делать. Если у вас нет черных свечей, приобретайте. Если не можете приобретать, значит, не проводите этот ритуал. Есть тысячи других моих работ. Должно быть так, как я сказала. Я не иду на уступки, и это не мое решение, не я так решила, не я так захотела. Есть определенные правила, которые вы не должны нарушать, если вы хотите, чтобы работа получилась. Надеюсь, что вы ясно, то есть я ясно выразилась, и вы поняли. 6 восковых свечей. Зажигайте, читайте 6 раз.
Оставляйте, пока свечи догорят. Когда останется вот просто маленькие огарки, вот такие вот такого типа плана, гасите. Гасильником дуть нельзя. Ну, можете, конечно, вот так пальцами, но если у вас не казенные пальцы. Гасите эти свечи. Оставляйте на ночь. Можете спрятать это все. На следующий день 6 монет и клинок берете с собой. Идете где-нибудь такое лесополоса. В своем огороде нельзя это делать. Втыкаете в землю и читайте еще 6 раз этот заговор. Оставляйте 6 монет. Говорите, откупаюсь, уходите без оглядки. Да, и огарки свечей тоже кладете рядом. Все. Сделайте это в таком месте, где мало людей ходят, чтобы быть уверенным, что этот клинок долго никто не достанет, не возьмет. Даже если его возьмут, ничего не случится. Потому что сталь, она еще долго будет существовать. Вот основной принцип магии – это догмат. Связывать одну истину с другой. То есть, как правда то, что вот сталь никогда не исчезнет, в прах не превратится, так правда то, что зло ко мне не приблизится и так далее. Если вы делаете для своих детей, для девочки или женщины, девушки, которые, я уже сказала, в каких они ситуациях должны быть, чтобы вы имели право за них делать. Вы для дочери покупаете в женский день, для сына в мужской день покупаете клинок. Начитывайте только на имя. Вместо того, чтобы мне, говорите имя вашего сына или дочери. За ваших родителей и прочее вы можете делать только при вот таких условиях. Я вам объяснила, при каких. Если они сами не в состоянии. Вот они не могут встать, пойти это делать. Если они сидят в тюрьме, и вы переживаете за них. И если они на войне. Все. Других таких вариантов не существует. В остальном они сами должны идти, купить, делать. Они взрослые люди. Итак. Если для своего ребенка, для дочери в женский день покупайте клинок, проводите. Для мужчины в мужской день. Купили этот клинок, в тот же вечер вы должны провести, на следующий день отнести. Нельзя держать дома этот клинок долго. Надеюсь, вы поняли. Итак, заговор следующий. Говорю истину. Слова сии достоверные, избудутся в срок. Верх равен низу, низ равен верху. Да свершится чудо единства. Заклинаю тебя, черед, дух древний и могущественный. Не я, а ты говорить будешь, не я, а ты утвердишь сказанное. Направь силу моего слова на сей клинок, пока сталь в клинке не исчезнет, пока сталь во прах не превратится, до той поры злу ко мне не подходить. Никаким судом меня не судить, никаким оружием меня не убить. В воде и в воздухе, в доме и вне дома мне сохранной быть. Да будет крепко мое слово, ключ, замок, язык, заклято. Говорю истину, слова сии достоверные, избудутся в срок. Верх равен низу, низ равен верху. Да свершится чудо единства. Заклинаю тебя, черед, дух древний и могущественный. Не я, а ты говорить будешь. Не я, а ты утвердишь сказанное. Направь силу моего слова на сей клинок, пока сталь с клинком не исчезнет, с клинка. Пока сталь во прах не превратится, до той поры злу ко мне не подходить. Никаким судом меня не судить, никаким оружием меня не убить. В воде и в воздухе, в доме и вне дома мне сохранной быть, да будет крепко мое слово. Ключ, замок, язык, заклято. Говорю истину, слова сии достоверные, избудутся в срок. Верх равен низу, низ равен верху, да свершится чудо единства. Заклинаю тебя, черед, дух древний и могущественный. Не я, а ты говорить будешь. Не я, а ты утвердишь сказанное. Направь силу моего слова на сей клинок, пока сталь в клинке не исчезнет.
Пока сталь во прах не превратится, до той поры злу ко мне не подходить. Никаким судом меня не судить, никаким оружием меня не убить. В воде и в воздухе, в доме и вне дома. Мне сохранной быть, да будет крепко мое слово. Ключ, замок, язык. Заклято. Говорю истину, слова сии достоверные, и сбудутся в срок. Верх равен низу, низ равен верху, да свершится чудо единства. Заклинаю тебя, черед, дух древний и могущественный, не я, а ты говорить будешь, не я, а ты утвердишь сказанное, направь силу моего слова на сей клинок, пока сталь в клинке не исчезнет, пока сталь во прах не превратится, до той поры злу ко мне не подходить, никаким судом меня не судить, никаким оружием меня не убить, в воде и в воздухе, в доме и вне дома, мне сохранной быть, да будет крепко мое слово, ключ, замок, язык, заклято. Друзья мои, те, кто находится, сами понимаете где, и не имеют возможности это провести, отправьте эту ссылку своим близким и родным, и пусть они за вас проводят. Желательно, чтобы родители провели, но если другого выхода нет, могут провести очень близкие друзья, с которыми вы чуть ли не с детства знакомы или много лет знакомы. Можно при таких экстренных ситуациях, можно это допустить, можно это сделать. Просто духи, они разумные, они видят, что у человека нет возможности это делать, и они понимают, почему так происходит. Понимаете? А если у человека есть возможность, и ты говоришь, вашему сыну уже 30 лет, пускай он сам идет, проводит, и она, вот он этого делать не будет. Я говорю, ну тогда он недостоин помощи сил. Скажите, что я не права. Как мне одна женщина написала, вот мой Амиран, очень надо ему помочь, пожалуйста, помогите моему ребенку. Я говорю, сколько вашему ребенку лет? Она говорит, 48. Я говорю, это уже не ребенок, это уже хвостище большое. Ну, для меня он всегда останется ребенком. Ну, понятное дело, для вас он всегда будет ребенком. Но для меня он уже не ребенок. Я же сказала, что детям бесплатно помогаю. Вот, помогите Амирану, ему 48, он ребенок. Ну, чтобы не так вышло. Я еще раз читаю, не помню, сколько раз прочитала, нужно 6 раз, напоминаю. И когда вы вот берете, нет, давайте уж правильно покажу, левой рукой, вот так вот, и втыкаете вот это вот в землю, по самой вот этот рукоятку, читайте сверху, держа вот рукой, да, держа рукоятку, нужно прочитать еще 6 раз и отпустить клинок, потом положите рядом 6 монет, эти огарки свечей, заранее можете положить, говорите уплочено или откупаюсь, без разницы здесь особо. Встаете и уходите без оглядки. Так, давайте еще раз прочитаем. Говорю истину, слова сии достоверные, и сбудутся в срок. Верх равен низу, низ равен верху. Да свершится чудо единства. Заклинаю тебя, черед, дух древний и могущественный. Не я, а ты говорить будешь. Не я, а ты утвердишь сказанное. Направь силу моего слова на сей клинок, пока сталь с клинка не исчезнет. Пока сталь во прах не превратится, до той поры злу ко мне не подходить. Никаким судом меня не судить, никаким оружием меня не убить. В воде и в воздухе, в доме и вне дома. Мне сохранной быть, да будет крепко мое слово, ключ, замок, язык, заклято. И еще раз напомню, что дух, к которому я часто обращаюсь, это древний дух. Просто мало кто знает предназначение этих духов. Вот я вам и раскрываю и говорю. Если вы не успеваете что-либо говорить, то есть просить, произнести какой-то там заговор, оберег и так далее, в экстремальных ситуациях говорите, черед, помоги. И обязательно вас пронесет. Обязательно, черед, помоги. Просто позовите его. И когда он вас выручит, и когда у вас появится возможность, отблагодарите эту силу. Принесите, вылейте под дерево вино красное и оставьте ему монеты, ну, в количестве ваших лет, например. И благодарите его своими словами. Это очень добрый, очень сильный, могущественный дух. И я просто, понимаете, как когда человек занимается магией всю свою жизнь, когда он живет этим, это его предназначение, часть него. То есть он открывает очень многие дебри, которые до сей поры как-то так поверхностно были изучены. И я хочу вам сказать, что те духи, которых я перечисляю, которых я внедряю в мои заговоры, они не случайны там.
Это изученные духи, это очень сильные духи, которые тысячелетиями помогают людям. И один из них Черед. Я очень люблю этого духа, я могу так сказать, очень люблю этого духа. Он помогает, ну, во всех экстремальных ситуациях он помогает. Хотя нужно, конечно, и другие работы делать, и другие, нельзя постоянно его тревожить. Но если вот безысходность просто, два слова «Черед, помоги», и он просто тут же помогает. Мне много раз писали люди, что вот просто аварийные ситуации были. Женщина написала, как навстречу вылетел просто грузовик и мчался прямо на них. И они всей семьей сидели в легковике. То есть могли просто, ну, никто не мог не выжить. И она просто сказала: «Черед, помоги», и как будто этот грузовик откинули в сторону. Он просто перевернулся в сторону, ушел. И это было невероятно. Люди, которые там стояли, не могли поверить, потому что водителю стало плохо сердцем. И он просто вылез на встречку. То есть он отключился, он был в обмороке, водитель. И этот грузовик вот прям поехал настолько, что, ну, никто не мог понять, как это может быть. И грузовик целый остался, и водитель там живой остался. И здесь люди выжили, понимаете? Два слова она сказала. И причем бабушка потом говорит, мне, она немножко так полуглухая на одно ухо, и все время говорила: скажи мне это имя, я буду записывать. Почему я столько вам дарю? Потому что я переживаю за людей. Помните все эти конфликты, когда начались во всех областях нашего бывшего Советского Союза? Я просто не спала, потому что я понимаю, что, знаете, иногда 1 час может решить очень многое. Иногда 1 день может очень многое решить. Поэтому я вот насколько возможно вам дарю все эти обереги, все это все помогает вернуть людей живыми домой. Поймите, наконец, не ленитесь и делайте, просто просите. Люди, которые просят духов, они всегда в выигрыше. Всегда. Вот посмотрите людей, которые молятся за своих детей в храмах, потом точно так же в этом храме отпевают. И посмотрите на людей, которые заговоры читают на своих сыновей и встречают их живыми, здоровыми. Страшная правда, но реальность такова, что древние боги нас любят, потому что они наши деды и отцы. А новые боги, они для нас чужие, и мы для них чужие. Мы как, рабы. Вот, кто раба жалеет? Мы же сами себя определили в рабство. Рабы. А я не хочу быть рабом, и вам не советую. Удачи вам и всех благ.